Ученые-сомнологи утверждают, что для нормального функционирования человеческого организма ему необходимо спать как минимум 7 часов в сутки. Если сну уделять больше или меньше времени, могут начаться необратимые процессы, часто приводящие к болезням. Однако есть и были люди, способные спать в сутки несколько часов и при этом прекрасно себя чувствовать. Некоторые из них многого достигли в своей жизни, сделав, например, политическую карьеру либо став великими деятелями культуры или искусства. В своей книге «На грани хаоса. Сны врут» автор Светлана Кузина рассказывает об особенностях отдыха некоторых великих исторических деятелей. Вождь мирового пролетариата задолго до Октябрьской революции вел обычный образ жизни. С возрастом время, выделяемое им на сон и отдых, уменьшалось, часы бодрствования увеличивались. По свидетельствам приближенных к этой личности известно, что Владимир Ильич Ленин спал не более 3-4 часов в сутки. Он много творчески трудился, особенно в последние годы жизни. Кроме того, одной из дополнительных причин его короткого сна является наличие ранения и перенесенный инсульт. Днем он никогда не отдыхал. Отчасти все это послужило толчком в развитии заболевания, приведшего к смерти. Смотря на все признаки тирана и психически неуравновешенного человека, Адольф Гитлер имел некоторые черты неординарной личности. Вернер Майзер характеризует его как трудоголика. Еще он не ел мясных продуктов и никогда не снимал верхнюю одежду на публике. Злой гений много работал, разрабатывая свои планы. Во время Второй мировой войны он часто и подолгу устраивал совещания с Верховным командованием Вермахта. Как правило, эти заседания проходили в ночное время и часто длились всю ночь. Ужин у Гитлера был в интервале с 20 до 24 часов, после чего он ложился отдыхать на час. Затем работал или проводил беседы до 6 часов утра, далее спал до 10 часов. Иногда Адольф отдыхал днем, если плохо спал ночью, но не более 1-2 часов. Борис Медведев в своем произведении «Неизвестный Сталин» кратко описал образ жизни этого человека. В вечернее время практически до полуночи он просматривал кинофильмы. Затем ехал на дачу, описываются события мирного времени. Там Сталин обильно ужинал и ложился спать где-то в 3-4 часа. До этого он занимался чтением книг. Вставал Сталин не позже 10-11 часов утра. Спал он не более 6-7 часов в сутки, иногда меньше. Во время Великой Отечественной войны Сталин спал мало, менее 5 часов. Сказывались длительные заседания и совещания, обсуждения дел на фронте.